萧族的人。后辈们呐，要延续我萧族的血脉。 Святой Кровавый Клинок сразился с командой Сяо Яня. Это был сильнейший противник на данный момент, на третьем этаже Небесной Гробницы. Он даже называет себя Доушен, святым, и это отчасти правда. Ведь мнимый святой тоже считается святым. Это уже совершенно другой уровень в сравнении с почтенным воином. Метка клана Сяо остановила Сюдао от окончательной битвы. Он прекратил сражаться, поскольку понял, что Сяо Янь из клана Сяо. При этом здесь, в Небесной Гробнице, находится его предок Сяо Сюань. А далее Хунья и Хуньли привели с собой двух святых клана Хунь. Это было еще серьезнее. Если бы не вмешательство Сяо Сюаня, то Гу Сюнэр, члены клана Гу и Сяо Янь точно погибли бы в Небесной Гробнице. Что же сделает Сяо Сюань с этими святыми клана Хунь? Когда он только появился, сама его аура была настолько устрашающей, что казалось, никто в округе не смог бы выдержать даже одного его удара. Это человек, чьи длинные черные волосы спадали до плеч, а глаза были подобны двум бездонным омутам, излучал мудрость и невероятную силу. Он с презрением взглянул на представителей клана Хунь, назвав их родословную отвратительной. Клан Хунь. Да чего же ненавистная родословная? Несмотря на то, что его лицо было знакомо двум святым, они испытали искренний ужас, узнав его. Это был Сяо Сюань, одна из самых могущественных личностей континента, с которой могли сравниться лишь единицы. Хунья, наблюдая за происходящим, ощутил не просто опасность. Он почувствовал запах самой смерти. Один из двух святых, старейшина Хуньдяо, испуганный до глубины души, заметил, что это не настоящий Сяо Сюань, ведь Небесная Гробница ограничила его свободу. Он мог покидать ее лишь раз в 10 лет, а поэтому появление здесь живого Сяо Сюаня казалось невозможным. Хуньдяо пришел к выводу, что перед ним лишь образ, иллюзия, не представляющая угрозы. И это было верно. Сам Сяо Сюань сейчас сюда явиться не способен, однако его точно хватит на этих двух святых клана Хунь. Они были всего лишь на первой звезде. Сяо Сюань четко дал понять, что двое святых одной звезды не имеют даже права говорить с ним. Подняв руку, он одним движением сжал ее, и в пространстве тут же появилась гигантская черная ладонь. Она с громовым ревом обрушилась вниз, порождая землетрясение и вызывая трещины. Те двое святых, поняв, что им не выжить, в отчаянии попытались спастись. Они схватили Хунья и Хуньли и бросились прочь. Но черная ладонь настигла их, разрушив само пространство. Она ударила их в момент побега, уничтожив без шанса на сопротивление. Они даже не сумели закричать, когда их тела получили удар и отправились в небытие. Остатком сил они успели оттолкнуть Хунья и Хуньли подальше, но сами погибли. Сяо Сюань наблюдал за двумя малышами, не стал останавливать их. Почтенные воины 8 звезд даже до муравьев не дотягивали, по его мнению. Эх, снова повезло Хунья и Хуньли. Сяо Сюань не стал их убивать. Но это даже хорошо, ведь их ждет встреча с Сяо Янем. Они должны пасть от его руки. Святой Сюдао, наблюдая уничтожение двух святых, пришел в замешательство. Он осознавал, что поступил правильно, решив не становиться противником этого человека. Сяо Сюань, естественно, вознаградил Сюдао за помощь Сяо Яню и его друзьям. Он пообещал, что теперь никто в Небесной Гробнице не тронет его. Святой Сюдао сложил перед ним ладони со всем почтением. Внутри Небесной Гробницы существовало очень много энергетических тел, и немало сильнее самого Сюдао. Однако, исходя из слов Сяо Сюаня, теперь они просто не посмеют на него даже смотреть. Поблагодарив, святой Сюдао мудро решил не оставаться и ушел. А Сяо Сюань пригласил всех в свою гробницу, ведь перед ними стояла лишь его тень. Но представьте, даже этой тени Сяо Сюаня хватило на двух святых клана Хунь, чтобы одним движением их уничтожить. Что же было бы, будь он сейчас жив? Он развернулся, окинул взглядом всех присутствующих и только в самом конце посмотрел на Сяо Яня. Кровь потекла по сосудам Сяо Яня еще быстрее. Он смотрел на своего предка, и глаза встретились. Наконец-то! Сюда пришел кто-то из клана Сяо. Я не напрасно столько лет ждал. Сяо Сюань возник прямо перед Сяо Янем. Парень
поклонился ему самым низким поклоном, принятым в клане. «Сяо Янь приветствует предка!» Предок тепло улыбнулся, затем потрепал Сяо Яня по голове. Он подозревал, какой великой личностью является его предок. Сюнер и остальные соратники Сяо Яня уважительно поклонились Сяо Сюаню, ведь они предельно ясно понимали, что даже нынешний глава клана Гу Юань, вынужден проявлять к данному человеку значительное уважение. «Полагаю, у тебя очень много вопросов, верно? Следуй за мной. Я так долго ждал этого дня». Теплым тоном обратился предок к парнишке. Он отвел его к своей усыпальнице в самом сердце небесной гробницы. Это был древний каменный постамент, стоявший посреди земли в гордом одиночестве. Сяо Сюань взял Сяо Яня, и они вошли внутрь. Слепящий свет постепенно рассеялся. Сяо Янь открыл глаза и увидел перед собой древний дом. Он не ожидал, что в обычном каменном постаменте может скрываться такая загадочная обстановка. Теперь было понятно, почему здесь обосновался могущественный святой. В центре обширной площади стоял Сяо Сюань. «Можешь рассказать мне о нынешнем положении клана Сяо?» Сяо Янь немного поколебался, услышав вопрос предка. Решил он, конечно, рассказывать только правду. «Клана Сяо больше не существует. Лишь ослабленная семья Сяо». Сяо Янь тщательно подбирал слова, но в дальнейшем в деталях рассказал о текущей обстановке их клана за последнее время. Сяо Сюань кивнул после сказанных слов. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Ослабление клана Сяо входило в мои ожидания. По крайней мере, остались потомки, поэтому полного уничтожения не случилось. Перед смертью я попросил определенных людей отправить меня в небесную гробницу. До сих пор в такой форме я ждал твоего прихода. Однако моя свобода ограничена самой небесной гробницей. Как только я ее покину, то в то же мгновение исчезну». Сяо Сюань так много лет прождал в одиночестве, чтобы все передать Сяо Яню. Естественно, он раскроет последний шаг для полного освоения секретной техники клана Сяо. А что более важно, предок Сяо Сюань также передал остатки божественной родословной клана Сяо Яню. Сяо Сюань махнул рукой. Из его тела вышли тусклые нити кровавого цвета, образовав своего рода кровавый бассейн. В прошлом Сяо Сюань сохранил части родословной бога. Он запечатал часть ее силы при помощи особой техники. Вся надежда крылась в том, что однажды он сможет передать ее потомку клана. И вот как раз в небесную гробницу пришел Сяо Янь. Данная сила родословной также хранила часть энергии предка, пока он еще был жив. Так вот, значит, какова сила родословной клана Сяо. Сяо Янь сжал руки. Подобная сила происходила корнями из клана Сяо. Его кровь словно начинала кипеть, желая слиться с источником силы. Эта энергия исходила от родословной клана Сяо. Он чувствовал, его тело готово принять силу предков, которой он никогда ранее не касался. Сяо Янь вошел в кровавый бассейн. Остатки родословной Сяо Сюань доверил Сяо Яню, последней надежде на возрождение клана. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!